Друзья, привет! Сегодня обозреваем Сириус, он же Эмеретинский курорт. Расскажу историю места, что здесь посмотреть и где купаться. А меня зовут Ира, это канал «Гражданочка мира», человек за кадром, а иногда и в кадре мой муж Макс. Уже можно поставить лайк этому видео и погнали смотреть. Первым делом давайте разберемся, что за Сириус такой и откуда он вообще взялся. Я думаю, многие из вас, так же как и я, проспали этот момент с образованием нового населенного пункта, потому рассказываю. Это поселок городского типа рядом с Адлером, который был наречен Сириусом после зимней Олимпиады 2014 года. Во время подготовки к играм в Эмеретинской низменности построили множество объектов, а именно стадионы, ледовые арены, олимпийскую деревню, а также кучу таверн и доходных домов. После окончания Олимпиады эти объекты, конечно же, не забросили. Вместо этого было принято решение использовать их для создания современного образовательного и научного центра. Так появился образовательный центр Сириус для одаренных детей, а территория вокруг него постепенно стала превращаться в так называемый город будущего, где сочетаются наука, технологии, образование, спорт и комфортная среда для жизни. Ну, по крайней мере, в брошюре так. Отвечая на вопросы происхождения названия, наш верховный главнокомандующий сказал, что задача образовательного центра – собирать талантливых и ярких детей. И придумывая название, Владимир Владимирович вспомнил, что самая яркая звезда на небе – именно Сириус. Итак, в 2020 году эта территория была выделена из состава города Сочи и стала отдельным населенным пунктом. Тогда же Сириус получил уникальный для России административный статус – федеральная территория. Это значит, что он не входит ни в один субъект Российской Федерации, ни в Краснодарский край, ни в Сочи. Он управляется отдельно напрямую федеральной властью, а именно правительством России. Ну, то есть в обычном городе управлением занимается мэр или губернатор, а в федеральной территории специально назначенный управляющий от федерального центра. Это позволяет быстрее принимать решения, привлекать инвестиции и запускать новые проекты без длительных бюрократических согласований. На сегодняшний день Сириус остается первой и единственной федеральной территорией в России. Это своего рода эксперимент, и если он окажется успешным, возможно, в будущем появятся и другие такие территории в стране. Но это как это популярное направление для внутреннего туризма, давайте посмотрим, что здесь есть и стоит ли вообще сюда ехать. И да, если вы будете по-прежнему называть Сириус Эмеретинкой, драться с вами никто не полезет. Добраться сюда проще простого. Аэропорт настолько близко, что если вы поселитесь вот в этой части поселка, то самолеты будут взлетать и садиться буквально над вашей головой. Это однозначно плюс по визуальному наслаждению и минус по шуму. Также здесь есть новый красивый железнодорожный вокзал. Добраться сюда можно из многих городов России на поезде. А еще отсюда можно уехать в Абхазию на новенькой электричке Диаскурия. И билеты стоят там, максимум рублей 400 на человека. У вокзала всегда припарковано много таксистов. И мы уехали буквально через пару минут после вызова машины. А еще здесь, конечно же, есть общественный транспорт, на котором можно передвигаться как по Сириусу, так и уехать в Сочи. И да, друзья, станция это называется Эмеретинский курорт. Одна из главных причин для поездки в эти края, конечно же, пляжный отдых на Черном море. В Сириусе есть как общие пляжи, так и многочисленные пляжи от отелей и курортов. Проход абсолютно на все пляжи свободный, плата будет только за лежаки или услуги на территории. Все пляжи поселка плюс-минус одинаковые. С точки зрения захода в воду это галька. Есть разница в оснащении пляжей, наличии свободного места для отдыхающих без шезлонгов, количестве отдыхающих и удаленности от тех или иных объектов. Еще выделяется среди прочих пляж Radisson Collection. Отель позаботился о фотокарточках своих гостей и привез светлого песка в зону с шезлонгами, однако заход в воду все же галечный. В целом местные пляжи длинные, широкие, действительно далеко от дороги, в том числе от Железной, но обозревать все нет никакого смысла. Мы посмотрим, наверное, самый популярный пляж поселка Сочи-Форния, но это как Калифорния, только на Святой Руси. Мы с вами выходим на пляж Сочи-Форния, конечно, в лучших традициях курортных мест. Здесь есть небольшой рынок перед пляжем, на котором можно купить всякие сувениры, вкусняшки. Вот, припарковать автомобиль. Сладкая вата, какие-то сыры, фрукты, косметика, курортные товары, в общем, все есть. Так, здесь прямо перед пляжем есть бесплатные туалеты. Ну, зачет. Пандусы, чтобы заехать, съехать. Лестница оборудована, все оборудовано. Слушайте, ну это фантастика, конечно. Да, собаки, смотрите, какие тут здоровенные. Песок. У них есть песок. Детская площадка. Ой, ну тут прям раздолье, конечно. Какой-то красивый корабль. Насажено. Пляжный бар. Здесь, видимо, были батуты, которые только что сдули. Смотрите, какой классный бич-клаб. Бассейны, шезлонги. Так, что тут? Размещение в зоне бассейна 1500 в день. Дети до 10 тысяч. Ну, вообще-то очень даже неплохо.
Блин, как удобно. Везде есть информация. Не надо никого вылавливать, что-то спрашивать. Шезлонг в тенью 700 рублей в день. Всякие таблички, что запрещено, что можно. Шезлонги уже сложили, потому что мы пришли вечером. Здесь серенький песок и выход в море по гальке. Можно арендовать сапы. Там мы видели на волнах, кстати, ребят с досками. Я не знаю, сапли это были. Возможно, там такой маленький серф-спот. Друзья, здесь есть очень интересная бесплатная фотолокация. Это, я даже не знаю, что за сооружение, возможно, мост. Если вы придете сюда днем, то солнечные лучи будут создавать такую красивую зебру. И в этих лучах как раз-таки получаются потрясающие фотографии. Смотрите, какая большая площадь здесь. Все красиво разрисовано. Ну и, в общем-то, действительно, я думаю, здесь можно придумать, как прикольно нафоткаться. Какое необычное место. Если вы давно мечтали посетить пляж с самолетами на Пхукете, но у вас пока нет такой возможности, то вот, пожалуйста, здесь, в Сириусе, есть свой пляж с самолетами. Друзья, ну и давайте посмотрим, что здесь происходит днем. Я пришла до обеда еще. Народу полно, конечно. И лежаки заняты, и место себе найти тяжеловато. Даже не знаю, получится ли у меня позагорать. Посмотрите, сколько людей. Сейчас 11 утра, но, в принципе, если не парковаться где-то прямо у воды, то вон там можно позагорать посвободнее. Да и около воды, конечно, можно себе место выбрать, просто там поактивнее. Искупались, идем гулять. Ребята, ну это просто легендарная локация, потому что в Сириусе сделали смотровую площадку для тех, кто хочет с комфортом и уютом наблюдать за взлетом и посадкой самолетов. Более того, есть табло, на котором написано, во сколько кто куда отправляется. То есть в 19:30 отправляется из Сочи в Анталию, можно посмотреть там условно с этой стороны. С этой стороны прибывает в Сочи, соответственно, если вы сидите здесь, вы будете смотреть, кто прибывает. Если вы сидите там, вы будете смотреть, кто отправляется. Друзья, также в пешей доступности от пляжа находится местный порт, и сюда можно прийти позалипать на красивые кораблики и яхты. По этому кораблю вам могут провести экскурсию 300 детских, 500 взрослых. Это бригантина «Святая Виктория». Уникальная парусная яхта. Таких осталось всего 16 во всем мире. Строительство подобных кораблей началось в XIV веке. Ну и, собственно, на этой бригантине Конюхов ходил в путешествие. Я так понимаю, внутри, наверное, как раз музей Федора Конюхова. Вообще, одна из главных достопримечательностей Сириуса – это, конечно, Имеретинская набережная. Ее построили в 2014 году, и она протянулась аж на 7 километров от порта, почти до границы с Абхазией. Набережная оборудована красивыми постройками, поющими фонтанами, спортивными площадками и многочисленными заведениями. Любителям гулять здесь точно есть где нахаживать шаги. Олимпийский парк, конечно же, тоже стоит посмотреть, ежели вы никогда этого не делали. Но если вы не планируете никаких активностей вроде посещения выставок или концертов в одном из спортивных объектов, то много времени прогулка у вас не займет. Вход свободный, расстояния приличные, деревья отсутствуют. Все в том же 2014 году открыли огромный парк развлечений Сочи Парк. Он находится прямо рядом с Олимпийским парком, работает по сей день. Более того, его постоянно обновляют и добавляют что-нибудь новенькое. В сезон, ну в смысле летом, билеты, как правило, стоят дороже, чем в межсезонье. Летом 25 года день в парке аттракционов стоит 3400, 2 дня 4600. Но это если вы не против потолпиться, потому что на некоторые аттракционы постоять в очереди придется около часа, а может быть и больше. Для нетерпеливых и богатых есть билет с тарифом «Скороход». Стоит 11500 за день. В чем суть? Все элементарно. Вы не стоите в общей очереди. Для обладателей таких билетов есть отдельная очередь, она, как правило, очень короткая. И за день вы успеваете обижать все симпатичные вам горки по несколько раз. Друзья, вот чего точно не хватает Имеретинке, так это деревьев. Соответственно, если вы здесь гуляете жарким летним днем, то палящее
палящее южное солнце вас обязательно везде достанет. Отсюда рекомендации: если гуляете днем, используйте SPF, панамку, а лучше даже зонт, потому что, правда, палит здесь нещадно. Еще здесь сейчас строится концертно-театральный комплекс, и он какой-то супер красивый. Возможно, вы когда приедете, он уже будет функционировать, вы сможете на что-то сходить. Если внимательно посмотреть на карту местности, можно обнаружить несколько довольно крупных зеленых зон. И действительно, в поселке есть несколько парков. Наверное, самый крупный из них – это парк южных культур. Это такой ботанический сад, которому уже больше 100 лет. И все это время коллекция пополняется разными интересными экзотическими растениями. Вход на взрослого стоит 300 рублей, с ребенка 150. Еще одна зеленая зона прилегает к Имеретинской набережной, называется ботанический сад Сириус. Ну и, собственно, я думаю, это самое простое к посещению место, просто потому что оно всем по пути. Но также на карте есть несколько зон, которые называется природный орнитологический парк. Мы сейчас в одном из них. Посетить здесь парки можно абсолютно бесплатно, но, судя по названию, здесь можно встретить несколько видов птиц. В парке, где мы сейчас находимся, есть озеро, ну или, возможно, это просто огромный пруд. Здесь действительно симпатично, и, проходя мимо, почему бы не заглянуть. Ну вот опять же, мы идем вечером, и здесь комфортно и прекрасно, но я бы не сказала, что здесь большое количество деревьев, которые могут укрыть вас от солнца, поэтому жаркий летний день здесь не спастись. Друзья, мы с вами смотрим парк южной культуры. Как ранее говорила, 300 рублей за вход со взрослого. Я не знаю, как от кого и от чего это зависит, но вода в пруду очень мутная. Несмотря на то, что здесь есть черепашки, золотые карпы, утки, лебеди, а некоторых жителей, которые под водой, довольно-таки тяжело рассмотреть. Ну, конечно, куда без животных в клетках. Слушайте, друзья, ну не знаю, мне кажется, вот с зоопарком какой смысл, выполнено плохо, животных мало, но и в любом случае, например, павлины прекрасно себя чувствуют и без клетки, они могут разгуливать, не улетать, и какой смысл вот в этом мне непонятно. Видимо, для того, чтобы как-то еще подотбить входные билеты, держат и животных. Я думаю, что это вовсе не обязательно, потому как специфика парка больше похожа на ботанический сад, а следовательно, зачем здесь животные. Что могу сказать? В целом прогулка была приятной, я думаю, что скоротать здесь часок вполне возможно, но есть у меня и вопросики к организации этого места. Например, мне очень сильно не хватило табличек с названием деревьев и других растений. В целом они были, их было мало, подписано далеко не каждая, и даже не каждая аллея, не каждая локация, к которой ты идешь. Навигация по парку тоже не показалась мне удобной, потому что именно места не были подписаны. То есть ты идешь в какой-нибудь условно грот, и ты не представляешь, что это за грот, и даже не знаешь, когда ты пришел. По крайней мере, я шла вроде по указателям, но так и не нашла ни одного места, которое было бы похоже на грот или называлось бы так. И нет, парк небольшой, здесь особо не заблудишься, но просто если места помечены на карте, было бы круто, если бы они были обозначены на местности. Вот этому дереву, называется платан, пишет, что около 300 лет. Ну вот опять же, чтобы до этого платана дойти, мне понадобилось достать телефон, открыть карты, выставить маршрут и по маршруту дойти, несмотря на то, что на некоторых табличках очень мало где есть вот информация, что если пойдешь направо, там будет этот платан. Но смысл-то в том, что дальше навигации нет. Ты просто знаешь, что он где-то в этой стране. Я не знаю, как вы, но я в такие места как раз-таки прихожу, чтобы не смотреть в телефон во время прогулки. А здесь мне приходится активно им пользоваться. Конечно, после бесплатных ботанических садов где-нибудь в Сингапуре и Куала-Лумпуре мне сложно обозначить это место как какое-то вот прям суперское и интересное. В любом случае, прогуляться здесь можно, это недорого, и если вам повезет попасть на цветение каких-нибудь местных растений, будет втройне круто. Ну и мое личное мнение, что если вы это место пропустите, тоже ничего особо не потеряете. Если вы планируете поездку, например, в сочинский дендрарий, то после него сюда заходить уже явно не стоит. Еще между набережной и Олимпийским парком есть большой, красивый и многофункциональный спортивный парк. Здесь есть как воркаут-зоны, так и площадки для различных видов спорта. Во время нашего посещения часть парка была закрыта на ремонт, а значит, за объектом ухаживают, и парк прослужит верой и правдой еще много лет.
Отличным завершением дня в Сириусе будет шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке. Оно проходит ежедневно, с 9 до 10 вечера летом, с 8 до 9 в мае и сентябре и еще раньше в другие месяцы. Расписание есть на сайте Олимпийского парка. Каждый день недели на фонтанах разная программа, а значит можно посетить несколько раз. Например, в понедельник русская классическая музыка, во вторник музыка из кинофильмов, а в субботу джаз. Людей немало, потому если хотите стоять в первом ряду, лучше прийти немного заранее. А еще обязательно обратите внимание на стадион, который полноценно участвует в шоу и меняет подсветку в соответствии с фонтаном. Вообще на сайте Олимпийского парка вы найдете информацию не только о фонтанах. Здесь представлена афиша всех крупных мероприятий в поселке. Есть смысл заглянуть перед поездкой, вдруг на ваши даты найдется что-то интересное. Если вы думаете, что здесь невероятно высокие цены абсолютно на все, вы ошибаетесь. Мы тут заглянули в местную столовую, и вообще-то я могу сказать, что цены ниже, чем в Абхазии, примерно в 1,5 раза. Где-то вообще дешевые довольно-таки. Рыба недорогая. Соответственно, гарниры тоже и вкусно. Все это выглядит вкусно. Есть десерт. Смотрите, огромный кусок королевской ватрушки, 95 рублей всего. Не знаю, как вам, мне нравится. Медовик 110 рублей. В общем, мне кажется, для такого места хайпового очень даже недорого. У них полная посадка за счет этого. И все чистенько. Смотрите, как аккуратно и красиво. Ну, в общем, столовая хорошая еда, меньше 500 рублей, и мы вдвоем наелись. А вот тут, перед мостом на Адлер, есть небольшой мини-рынок с кучей чурчхелы, фруктов и всяческих туристических товаров. В самом поселке есть пятерочки, магниты и другие супермаркеты с нормальными ценами. Друзья, мы находимся на самом краю Сириуса, и у меня за спиной река Мзымта, которая отделяет нас от Адлера. То есть прямо отсюда можно увидеть набережную Адлера, и здесь есть пешеходный мост. Можно с этой набережной перейти на ту, сзади прекрасный вид на горы. Ну что за фантастика? Когда Сириус исчерпал свой прогулочный потенциал, смело переходим пешеходный мост и идем исследовать набережную Адлера. Самая ближняя к реке локация – пляжный комплекс «Мандарин», которая включает в себя торговый центр, большую детскую площадку, салоны красоты, много заведений разного уровня и, конечно, огромный пляж с бассейном. Прогулявшись еще дальше, мы обнаружили пару пляжей с песчаным заходом в воду. В общем, потенциал для исследования имеется, и удобно, что недалеко. Из отдаленных районов Сириуса легко доехать на общественном транспорте или такси. Какие еще развлечения есть в поселке? Можно сходить на ледовый каток, механический музей Леонардо да Винчи, электрический музей Николы Теслы или шикарный автомузей Ника Панули. Еще имеется музей Фанагория, космолет Буран, и уверена, что еще пару-тройку интересных выставок при желании можно отыскать. Также из Сириуса есть множество экскурсий по окрестностям Сочи, в Красную Поляну и в Абхазию. И, на мой взгляд, цены более чем приемлемы. Так, поездка в Абхазию стоит примерно от 2000 рублей, рафтинг и каньонинг на САПах от 3000, поездка в Поляну от 350, естественно, с последующей доплатой за канатную дорогу. А актуальную стоимость канатной дороги смотрите на сайте Красной Поляны. Можно поставить на паузу и рассмотреть цены повнимательнее. И обратите внимание, что мы не пользовались услугами этого турагентства, и сия информация не является рекомендацией. Я просто взяла у них брошюру, чтобы у вас была возможность заранее примерно спланировать бюджетные экскурсии. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца, я надеюсь, вам было полезно, красиво и интересно. Пишите свои впечатления о Сириусе и рассказывайте, какие курорты выбираете для себя. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, потому что это самый эффективный способ показать YouTube, что это годный контент, который есть смысл продвигать. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Пока-пока!